Сегодня 1 марта. Как раз сегодня начался пост Экадыши. В начале Великого Поста 23 февраля я отказался полностью от еды. И сегодня с 1 марта отказываюсь также от воды. Это уже традиционное у меня сухое голодание. Я его провожу 3-й раз. О первых 2, которые проходили в течение 16 и 21 дня, есть видеодневники, выложенные они в интернете, на YouTube, ВКонтакте, и вы всегда можете их посмотреть. Перед началом, вернее в начале поста я сделал все анализы, которые мог. Анализы крови, мочи, ЭКГ, УЗИ. И по окончанию сухого голодания я также сделаю все анализы и посмотрю, какие изменения произошли в организме. Сделал я все чистки, которые возможны, 2 прокшаланы. И надеюсь, что это поможет мне в легкой форме пройти весь этот срок. Насколько он будет длительный, я пока не знаю, поскольку глупо загадывать. Тут надо ориентироваться на состояние, на ощущения в теле, чтобы все происходило без фанатизма, без чрезмерного усилия, когда тело начинает уже разрушаться. Поэтому я буду очень внимательно отслеживать свое состояние, фиксировать вес, давление, температуру иногда. Многие спрашивают, зачем я это делаю. Ну, в первую очередь, скорее всего, это исследование возможностей тела, организма, насколько оно может обходиться долго без еды, что с ним происходит в этот момент. Но наиболее главный аспект — это, конечно, само состояние поста, поскольку это не диета, это некое состояние покоя, умиротворения, которые усиливаются, когда человек отказывается от еды, иногда от воды. Не зря во многих религиях посты очень часто практикуются, и люди через них приходят к каким-то очень интересным и красивым состояниям. Ну и, конечно, очень интересные изменения в организме, которые произойдут, насколько изменятся анализы. В принципе, они и так абсолютно нормальные, но мне просто интересно, какие будут изменения, в какую сторону. В прошлый раз, когда я также делал анализы на 21-дневном сухом голодании, анализы крови у меня улучшились. Меня это, в общем-то, порадовало. Посмотрим, что будет в этот раз. Когда я начал сегодня это действие, вес у меня составлял 68 килограмм, рост у меня 177 сантиметров. Многих просто интересует, как падает вес. В прошлый раз за весь пост 21 день у меня ушло где-то килограмм 10, по-моему. Ну вот сегодня 1 марта. С 23-го начался пост, сегодня сухой. Вот, чтобы убедиться, что это так, на экране монитора. Вес тела 67,1 вместе с видеокамерой. Ну и состояние тела на сегодняшний момент, на начало сухого поста, абсолютно нормальное, не толстое, не тонкое тело. Составил график измерения веса, давления, температуры, состояния. И сейчас померяю давление. Думаю, что буду мерить давление утром и вечером. И этого будет достаточно.
120 на 86, пульс 65. Сегодня второй день сухого голодания, отказа от еды, от воды. Все замечательно, чувствую себя великолепно, энергия просто прет каким-то мощным потоком. Тело адаптируется к новым условиям, вспоминая свой прошлый опыт, когда она уже находилась в таких ситуациях. Эти воспоминания в теле помогают проживать и нынешнее состояние, и дойти до своего предыдущего опыта, и, может быть, пойти дальше. Еще раз хочу напомнить, что этот ролик не руководство к действию, а некая мотивация к расширению своих границ, может быть, к здоровому образу жизни, к излечению, если есть какие-то болезни или недомогания. Также к очищению организма, к чистке и возможности выхода из зоны комфорта в позитиве и радости бытия. Когда вы идете в эти состояния, то, что для вас всегда казалось страхом и негативом, вы отпускаете страх, негатив и идете туда в принятии, любви и благодарности. Да, сегодня я как раз побрился, лицо изменилось. Это некая веха. Я всегда начинаю сухие длительные отказы от еды с того, что я сбриваю, если в этот момент есть борода. Ну и как-то по внешнему виду будет видно, как отрастает растительность. 65,7. 65,7. Тело по-прежнему в норме. Нет никакой жуткой худобы. Весьма подвижный. Сейчас поподтягивался на турничке. Немножко пробежался. 3 марта, третий день отказа от еды. Состояние хорошее, немножко похуже, чем вчера. Вчера было очень много энергии. 118 на 80, пульс 69. Вес 64,7. 4 марта, 4-й день отказа от водички. Тело живое, здоровое, но вес потихонечку падает. 63,6. Самочувствие неплохое, есть легкая слабость, а так все замечательно. 5 марта, 5-й день сухого отказа от воды. До сегодняшнего дня я еще проводил семинары, сегодня все разъехались. И, может быть, вы сейчас слышите, немножко сел голос, поскольку без воды очень сложно разговаривать. А приходилось, в общем-то, общаться помогу. Но сейчас будет возможность побыть в мауне, в тишине, в молчании, в созерцании. Самочувствие очень неплохое. Вчера было немножко похуже, сегодня утречком очень хорошо себя чувствую. Хожу, гуляю, дышу свежим воздухом, делаю какие-то практики для тела, иногда подтягивания, отжимания. Очень хорошо делать практику Сурья Намаскара, она как раз сгибает, разгибает тело, взаимодействует с дыханием, шлаки токсина выходят, лимфа двигается, поскольку без движения в таком режиме прожить очень сложно, я вас уверяю. Это может закончиться даже летальным исходом, если вы перестанете есть и пить, и ляжете, и не будете ничего делать. Да, стало немножко сушить губы, но это обычное явление, когда на губах образуется корка. Тут очень важно ее не издирать, не скусывать. Я ее иногда смазываю касторовым маслом, очень хорошо помогает. 10 марта, 10-й день без еды и без воды. Пока самочувствие нормальное, адекватное. Просто буду идти дальше в тихом, спокойном режиме, прислушиваясь к своему самочувствию, к состоянию организма, к тому, что происходит внутри.
Ну, внешний вид я иногда на камеру снимаю, показываю. Но это как для тех, кто, может быть, будет этим заниматься, что не надо сразу форсировать события, делайте понемножку, какими-то каскадными хотя бы отказами от еды, от воды. Ну а потом, если будет интерес, конечно, и будет надобность или в виде оздоровления, или еще каких-то, может быть, измененных состояниях сознания и тела, то можете слегка ориентироваться на мой опыт, исследовать себя. Но, конечно, у вас все, скорее всего, будет по-другому. Сколько я не проводил уже группы, и сколько я не принимал людей, у всех все проходит очень по-разному, по ощущениям, по состояниям. Ну и ежедневный, скажем так, мой рацион дневной составляет с утра я обычно просыпаюсь в состоянии благодарности и принятия этого мира. Делаю гимнастику. Сначала замеряю давление, чтобы было в состоянии покоя. Потом также лежа начинаю потихоньку разминаться. Руки, ноги, кисти. Такой легкий самомассаж. Когда встаю, вставать тоже желательно аккуратно, резких не надо вставаний, поскольку может закружиться на таких сроках уже и голова, и самочувствие будет немножко не очень. Поэтому встаете потихонечку, спокойно и делаете какие-то упражнения на гибкость. Упражнения на гибкость делать очень рекомендую, поскольку когда вы начинаете их делать, у нас начинает двигаться лимфа. Если вы просто лежите в лёжку или просто такие вяленькие, малоподвижные, лимфа двигаться не будет, ощущения не будет никакого. Лимфа двигается только за счет того, что двигаются мышцы, двигается тело. И тут возможность неограниченно, можете делать любые упражнения, которые сочетают в себе гибкость. Наклоны, скрутки, из обычной гимнастики, что-то из йоги, но очень легкое, без сильной физической нагрузки, иначе вы очень быстро выдохнетесь. На удивление нормальный сон. Обычно я замечаю, и раньше у меня было, и вот у других я вижу, что сон ухудшается. И бывает там на 7-й, на 8-й день люди просто перестают вообще спать. И их это очень беспокоит. Вот. Но у меня пока что все в норме. То есть ложусь, перед тем, как лечь спать, я еще немножко помедитирую, ложусь, засыпаю, просыпаюсь, чувствую жизнь, тело, все замечательно. Так что сон абсолютно в норме. И что интересно, что раньше был такой внутренний жар в теле, сейчас его нету. Почему-то появляется, наоборот, даже зябкость. Хотя сейчас на улице где-то 0, я выхожу, там прогулки, стараюсь делать голышом, пробежки, чтобы кожа тоже вспоминала, что это тоже как впитывающий инструмент влаги. И поскольку вода не протекает через пищевод, кишечник, она в нас впитывается через дыхание и через кожу. И я коже предоставляю эту возможность, по возможности хожу без одежды. Ну, может быть, как-то с этим связана вот эта зябкость, когда приходишь домой, хочешь немножко согреться, даже надеть халатик. Вот. Прошли корки на губах. Не помню до какого дня, но были очень сильные корки, прямо такой мощный налет твердый. Я единственное, что делал, мазал касторовым маслом. Оно очень хорошо смягчает кожу. И очень важно их не кусать зубами, не пытаться их отрывать, чтобы они оторвались сами. Что у меня, в общем-то, и произошло. Они просто сами отвалились. И абсолютно нормальные губы сейчас стали. Для профилактики я также иногда раз или два в день мажу их. Поскольку тут нет никакой химии, касторку даже для очищения употребляют внутрь. Поэтому для губ это очень такой хороший бальзам. Вот. Немножко стало меняться зрение. Если раньше я хуже видел ближе и хорошо видел дальше, сейчас очень странным образом оно меняется. Сейчас я ближе стал видеть похуже, ближе я стал видеть получше, дальше я стал видеть похуже.
Ну, это, я так понимаю, что связано с тем, что меняется хрусталик глаза, поскольку он состоит в большом количестве воды, из большого количества воды. И как-то меняется вот эта фокусировка, и с этим меняется зрение. Но также ничего страшного, как правило, все это восстанавливается, проходит, и, как правило, я вот очков еще не ношу, хоть мне уже 51 год, и практически, ну, очень многие мои одногодки, ровесники, уже входят в очках и без них не могут. Я даже не знаю, какое у меня зрение, то есть я читаю абсолютно нормально, вижу вдаль. Но, кстати, также не мешает иногда и поделать гимнастику для глаз, поскольку тоже, чтобы не застаивались мышцы глаз. То есть глазами двигайте в любом случае, едите вы, не едите, пьете, не пьете, это всегда только положительно будет. Также я использую дыхательные практики. Но помимо обычных пранаям, я делаю еще такой чисто для себя эксперимент на гипоксию. То есть стараюсь, чтобы еще помимо нету еды, нету воды, но также я делаю длительные задержки дыхания или совмещаю состав кислорода с углекислым газом. То есть по возможности пытаюсь, чтобы еще и тело начало активизироваться внутри, и кислород вырабатывался внутри тела сам по себе. Это возможно на задержках дыхания. На этом, кстати, основан метод и Бутейко, и всякие аппараты Фролова, которые, в общем-то, тоже излечивают от многих болезней. Болезней как таковых нету, но тем не менее мне просто интересно, как изменится состояние тела, что с ним будет. Поэтому я делаю такие тоже интересные, ну, в виде опять-таки исследования. Потому что если спросить, зачем я это делаю, я также не смогу ответить, зачем я отказываюсь на длительный срок от еды, от воды. Я просто этим живу, я это исследую. Кто-то исследует курение, кто-то исследует водку, кто-то исследует колбасы, кто-то секс. Вот я исследую такие явления, феномены. Ну и, конечно, все это исследую я из позитивного настроя. Нет никаких ни страданий, ни мучений. Я понимаю, что это идут очень интересные, красивые процессы. Также я понимаю, что сейчас тело очень сильно перестраивается. Меняются отжившие свое уже больные клетки. Меняются какие-то болезнетворные микробы. Исчезают вирусы, бактерии, которые в данный момент не нужны. И, конечно, все это связано немножко с ухудшением самочувствия. Ну, наверное, все вы знаете, когда даже вы простудились, обычное ОРЗ или чем там сейчас люди болеют, у них тоже изменяется состояние, и они повышается температура или им становится хуже. Но то, что становится хуже, для организма это лучше, поскольку в этот момент он убирает все, что ему не нужно. Также сейчас происходит со мной, но можно сказать, что я эту болезнь как бы сам растягиваю. Но что такое болезнь? Болезнь – это уже процесс выздоровления. Как только началась болезнь, как только вы заболели, также начинается повышение температуры, организм настраивается на оздоровление. Здесь я сам неким искусственным образом выстраиваю этот процесс, ну, условно назовем его болезни, для того, чтобы тело оздоровилось, изменился состав крови, улучшились внутренние органы. И как показали предыдущие анализы по 21 дня, да, то есть состав крови сильно улучшается. Сегодня 15-й день, состояние стабильное, падение веса практически приостановилось. Иногда кажется даже, что немножко поднимается, но может быть это какая-то погрешность весов, а может быть действительно как-то тело начинает напитываться и влагой, и солнышком. Ну, может быть, этому способствует физическая нагрузка, что, в общем-то, при данном отказе от еды, от воды абсолютно необходимо. Но делать это надо аккуратно, без каких-то очень таких запредельных тяжестей, ну и вообще немножко себя поберечь.
даже обычное вставание иногда вызывает такое головокружение, когда встаешь, надо за что-то взяться, чтобы не уйти. Сон абсолютно в норме. Я помню свои предыдущие отказы, и со сном были проблемы, когда бывало ночью не уснуть, или днем хочется спать. Сейчас все абсолютно в пределах нормы. Может быть, чуть меньше, чем обычно, часов где-то 6-7. Ну и сейчас, конечно, очень хорошо способствует солнышко. То, что вышло солнце, выходишь на улицу, просто становишься под его лучи и чувствуешь, как ты пропитываешься им насквозь. Это действительно такая просто чистая прана идет. Когда еще на восходе ты смотришь на солнышко, тоже усиливается ощущение питания, визуализации, ты все это представляешь, как это все в тебя входит. Ну и солнышко тебя и питает, и чистит. Плюс, когда делаешь какие-то пранаямы, тоже происходит соответствующая чистка. Зрение стало чуть-чуть получше. Было похуже, сейчас более фокусируется. На 12-й день, 3 дня назад, было очень интересное состояние, когда я как-то случайно провел рукой и увидел за своей рукой как бы еще такой как повтор своей руки. Я специально немножко вот так поводил рукой, понаблюдал за этим. Ну, это вот как бывает на компьютере или еще на видео на каком-то. Отставание, как фантомная какая-то рука. Раньше у меня такого не было, и я с удовольствием поисследовал это. Вот. Но сейчас это уже прошло. То есть какой-то день был. Вот. Очень тихое внутреннее состояние. Конечно, очень помогает то, что находишься на природе, то, что утром, вечером происходит медитация, все это уединение. Можно прислушаться к своему внутреннему состоянию. Такая некая внутренняя молитва. И, конечно, те, кто проводит отказы от еды и от воды дома, в городах, это просто герои, большой респект, поскольку это очень сложно, конечно. Здесь нет ни соблазнов, ничего, ни магазинов, здесь все очень легко и просто. В городе, я так понимаю, что людям довольно-таки сложно, когда и телевизоры, и рекламы всякие, и соседи запахи там какие-то доносятся, и домашние едят. Поэтому очень рекомендую, если вы будете уходить в какие-то довольно-таки длительные сроки, то лучше, конечно, это делать где-то в специальных местах, на природе, или езжайте к тем, кто проводит такие практики. Завтра будет 16-й день. Об этом сроке в 16 дней уже я делал видеодневник. Он выложен ВКонтакте, в Ютубе, у меня на странице. Если кто хочет, можете посмотреть, поскольку там более подробно о всем, что происходило. Тогда мне это было еще в диковинку, в новинку, я совсем таким энтузиазмом делился. Сейчас это все более идет спокойно. Ну и, в общем-то, не так далеко осталось и до следующего срока, 21 день, о чем также есть видеодневник, видеоотчет. 59. 112 на 82 на 78. Контрольная съемка тела. — 58,9. 108 на 88 на 70. Утром было 104 на 67, и пульс был 47. Немножко маловато. Ну а так, в общем-то, все неплохо. 18-й день. Отказа от еды и воды. Тело в порядке. Состояние удовлетворительное. 97 на 65 на 62. Контрольное взвешивание. 18-й день. 59,5. Ну вот, наступил последний день отказа от еды, от воды, так называемого сухого голодания. Это 23-й день, на котором я решил пока остановиться.
закончить этот опыт. Состояние физическое, тело более-менее удовлетворительное для такой некой экстремальной практики. Есть небольшая слабость, вялость и ощущение холода. Стали сильно мерзнуть руки, ноги, тело. При измерении температура сейчас где-то 36 градусов. Вес тела сейчас составляет 58,5 килограмма. Давление, которое измеряют 3 раза в день, в принципе, удовлетворительное. Утром и вечером оно наиболее такое тихое и спокойное, но днем были учащения пульса небольшие. Сейчас пульс утром, когда я встаю, где-то 45-47 ударов в минуту. И, что немаловажно, вообще при голодании, особенно при сухом, давление снижается. Особенно это может быть важно тем людям, у которых давление повышенное. Ощущается, конечно, в теле вот эта вялость, слабость, как-то отток энергии. Если я раньше там довольно-таки много двигался, гулял, что-то делал, сейчас это тихое состояние очень. И тело тоже как-то не хочет двигаться. Но тем не менее, иногда пинками себя выгоняю на улицу, потому что, конечно, очень важно дышать свежим воздухом, чтобы какое-то хоть минимальное движение в теле было. В принципе, запас еще по ощущениям есть, то есть можно было идти и дальше, конечно. Но как-то уж больно соскучился по воде, по водным процедурам, по умыванию, чистке зубов, окунание в проруби, баня. Вот за эти 23 дня я ни разу не мыл тело, голову. Ну, в принципе, волосы нормальные, не засаленные, не запачканные. От тела запаха не идет. Есть слабый запах, еще идет, остается изо рта, но вполне такой не шокирующий, скажем так. Ну, еще одна из причин, почему я собираюсь выходить, поскольку скоро буду проводить семинар по отказу от еды на березовом соке. Ну и надо немножко прийти в норму, поэтому я начну пить воду, отвары, березовый сок. Но есть пока не буду, не знаю до какого срока, скорее всего до конца поста. Ну а там нет никаких пока планов. Очень часто на сухих отказах от еды очень сильно обветриваются губы и возникает такая пленка. Я всегда предупреждаю, чтобы не срывали, а мазали касторовым маслом. У меня с губ, наверное, сошло 2 или 3 слоя кожи. И сейчас, в принципе, я уже даже не пользуюсь маслом, они абсолютно нормальные. Кожа тоже так же абсолютно гладкая, мягкая, нет такой какой-то сухости. Периодически или 1 или 2 раза в день иногда хожу в туалет по-маленькому, но там буквально очень небольшое количество. Что касается таких длительных отказов от еды, от воды, в принципе, я постоянно занимаюсь этим, практикую, то есть я практик. И, конечно же, мне намного легче и проще быть в таких длительных состояниях, переживаниях отказов от внешнего поступления продуктов, также и воды. И, в принципе, все это видео не как призыв, что давайте делайте это все дольше. Это просто призыв, что давайте делайте. Начните с небольших хотя бы сроков, хотя бы с 1 дня. То есть то, что я вам показываю, это показатель, что человек может существовать и на таком сроке. Не говоря уже о еде, но и о воде. Поскольку я до сих пор не знаю, сколько человек может быть без воды. Раньше, когда врачи говорили, что это там 5-7 дней, я в это верил. Но
зайдя за эту границу, там 7 дней, 14, 16, 21, и вот сейчас 23 дня, я понимаю, что врачи как-то неправы, есть какие-то силы, энергия организма, какая-то, может быть, высшая сила, которая при правильном взаимодействии с телом, с внутренним состоянием помогает трансформироваться и изменяться, и питаться не только, как говорится в Библии, не пища единой жив человек. Ну, я тут снимал, чем я иногда питаюсь, это солнышко, дыхательные практики, поскольку когда идет отказ от еды и воды, то тело становится в такие, в общем-то, довольно-таки экстремальные условия. Я просто наблюдаю, что происходит с этим телом, как оно будет выкручиваться из этой ситуации. Но наблюдаю это с таким, можно сказать, почтением и внутренним ментальным позитивным настроем и верой в то, что происходит. И это начинает случаться, действовать, и ты понимаешь, что можно жить довольно-таки длительное время, находясь без еды, без воды, и, что очень немаловажно, в тихом и спокойном состоянии. Когда исчезают внешние страхи, ведь, в общем-то, страх и не дает нам часто даже продолжить какие-то исследования, поскольку мы боимся умереть или еще что-то. Но тут ты видишь, что становится... Ну, сейчас не могу сказать, что лучше, но вот после того, когда я начну пить, конечно, состояние намного лучше. И практика показывает, что, по крайней мере, с каждым годом я себя чувствую все лучше и лучше. То есть, по идее, должно быть, в общем-то, как-то наоборот, но сейчас это происходит как какое-то и телесное, и внутреннее, духовное такое омоложение. Иногда просто надо не мешать нашему телу, нашему организму, и тогда оно само, и он сам остановится, примет нужные характеристики, вспомнит себя, свое эталонное здоровое состояние, и в этом состоянии вы можете жить, наслаждаться жизнью, радоваться ей. Поскольку очень сложно радоваться жизни, когда у вас там, ну или какие-то болячки, избыточный вес, и все время на таблетках, на зависимостях, таблеток, от наркотиков или от той же еды, которая, в общем-то, тоже очень похожа на действие наркотиков. Ну и, в общем-то, наверное, не зря все религии, конфессии, они практикуют посты, когда происходит гармонизация внутреннего состояния души и нашей физической оболочки тела. Пост заключается не только в том, что вы отказываетесь от еды или соблюдаете какую-то диету, это, конечно же, и внутреннее состояние. И просто отказ от еды очень сильно помогает вам в этом. Как бы проясняется сознание, и то, что вам раньше казалось какими-то страданиями, плохим, хорошим, начинает мягко исчезать, растворяться, и вы видите очевидность происходящего. Чары снимаются, и вы становитесь такой точкой равностности, центром всех наших оценок, концепций, мировоззрений. Вы в центре плохого и хорошего, жизни и смерти. Некая точка восприятия всего, что происходит. Если сравнивать опыты мои предыдущие, когда я начинал там с 7, 14, 16, 21 дня отказа от воды, конечно же, все эти опыты были разные. Очень по-разному они проявлялись. Я так, вспоминая все эти опыты, понимаю, что никогда не надо ожидать от следующего отказа от еды и от воды того, что было с вами в прошлый раз. Поскольку все происходит очень по-разному.
Этому могут способствовать какие-то и внешние факторы, и условия, где вы находитесь в этот момент. Или вы находитесь в городе, где намного сложнее все это делать, или вы находитесь где-то за городом, в уединении, на природе, или в компании таких же людей, которые поддерживают вас также своим отказом от еды, от воды. И в этом групповом поле вам намного легче все это переживать. Поэтому, конечно, не ожидайте никогда, что следующий ваш отказ от еды или от воды будет такой же, как был предыдущий. Поскольку, делая каждый шаг, вы протаптываете некую тропинку, по которой продвигаетесь все дальше и дальше. И сначала это узенькая тропинка. Вот если представить вот это состояние, когда вы идете по сугробу какой-то цели, сначала вам идти тяжело, вы идете там по пояс в снегу, но когда вы часто туда заходите, продвигаетесь все дальше, эта тропинка становится все больше протоптанной, пока не превращается в дорогу, по которой вам очень комфортно двигаться, расширять свои границы, выходить за границы своего внутреннего комфорта, и расширять свое тело, сознание. В прошлый раз, когда был опыт 21 день, у меня было намного больше динамики. Но этому способствовали и погодные условия, поскольку в этот момент шли довольно-таки сильные снега, и приходилось и чистить снег, и был такой ремонт, то есть была стройка, приходилось довольно-таки много двигаться физически. И, как я сейчас вспоминаю, это были ощущения такими волнами, то есть день был на пике, на подъеме, то есть такое ощущение, что какая-то фантастика, ты без воды, без еды, но чувствуешь себя великолепно. На следующий день мог быть спад, могло быть все более мягко, вяло, такой спад энергии. И потом опять был пик, подъем. В этот раз уже так случилось, что не было каких-то экстремальных погодных условий, не надо было особо много что-то делать по хозяйству. И все происходило намного более мягко. В таком, если представить, что мягкий спуск с горы, с ледяной. Если предыдущий опыт был с такими ухабами, трамплинчиками, то сейчас все происходит мягко так, комфортно. Ну, когда ты находишься в состоянии принятия, то даже когда тебе некомфортно, ты это все равно принимаешь. И то, что тебе было некомфортно, в принятии это тоже становится комфортным. Поэтому принятие – это очень важный элемент происходящего. Как с едой, так и вне еды, ну и вообще в жизни. Завтра я начну выход и расскажу вам про этот процесс, тем более, что он более важный и ответственный, чем сам процесс отказа от еды и воды. Очень важно в этот момент быть также очень чутким, тихим, не сорваться на вкус или какие-то ощущения, держать все под мягким контролем, не поддаваться на провокации нашего ума, который любит чего-то желать, потреблять, быть в зоне комфорта, чувствует потребность в удовольствиях. То есть все это очень неплохо, но все это, конечно, надо делать дозированно и иногда утверждать себя в том, что вы можете без этого и обходиться. Ну, в общем-то, я как бы рад за себя, что процесс заканчивается, и я перехожу в режим завтрашнего дня потребления влаги, взаимодействия с прекрасной субстанцией в виде воды. И энергия будет поступать еще и оттуда в очень больших количествах. Сначала были какие-то ментальные
запросы, думаю, можно и 25, и 30 дней сделать. Но почему-то вот как-то опять интуитивно и на доверие я остановился на 23 днях. Почему? Я не могу сказать. Так случилось. И мне этого пока достаточно. И, конечно, заканчивать лучше на позитивной ноте, а не на каких-то страданиях, на каких-то дискомфортах, когда вас уже, что называется, плющит и колбасит. Эти все состояния, они были больше пройдены мною в самом начале. Ну и то довольно-таки мягко. То есть таких кризов, как описываются, я, в общем-то, даже уже сейчас не переживаю. Да, бывают сильные спады, но не более того. И вообще очень рекомендую, как не делать из еды культа, так не делать культа из отказов от еды. То есть вы просто не едите. Когда вы едите, это же не подвиг, это же не какое-то для вас неестественное состояние. И очень хорошо и красиво, когда такой же отказ от еды становится для вас естественным состоянием, так же, как и вы едите. Да, просто я принимаю то, что я сейчас не ем. Так же, как я могу принимать, что когда-то я буду есть. Поэтому принимайте происходящее, сущее. Радуйтесь жизни. Все. Иногда, чтобы понять ценность какого-то явления, мы должны этого явления лишиться. Чтобы понять ценность нашего дыхания, нам достаточно просто задержать дыхание на вдохе или на выдохе. И через очень короткое время вы почувствуете, насколько ценен каждый вдох, ценен каждый выдох. Но поскольку без выдоха не будет вдоха, без вдоха не будет выдоха. И также, когда происходит процесс отказа от воды, вы понимаете, насколько это ценное явление, насколько это прекрасная субстанция, которая, в общем-то, и составляет 80% жизни в нашем теле. Да, на какой-то срок можно этого лишиться, тело взбодрится, запустит все свои дремлющие силы, которые в нас заложены, и которые мы ослабили неким развращением в том, что мы питаемся чем попало в больших количествах. Все вы, наверное, знаете, что все равно вы едите больше, чем вам надо, и большая часть вашей еды уходит, извиняюсь, на унитаз. И вот когда начинается выход из сухого голодания, вы берете стакан, желательно, конечно, чистый, можете родниковый, можете сделать талую воду водой, и не сразу накидывайтесь на эту воду, а немножко взаимодействуйте с ней. Можете поставить стакан на руку, можете прикрыть другой рукой, прикрыть глаза и пожелать себе, своему телу, чтобы с этим глотком воды ваше тело началось насыщаться, наполняться. Если у вас какие-то внутренние проблемы с телом, какие-то болезни, вы можете дать установку этой воде, чтобы она помогала вам оздоравливаться, лечиться, менять тело. Вода – это очень живая информационная структура. В общем-то, вы можете сами творить с ней чудеса и творить чудеса со своим телом. И, конечно, когда находишься в состоянии без воды, иногда думаешь, вот я бы взял ведро сейчас и просто его выпил бы залпом. И даже вот такой стакан ни в коем случае нельзя выпивать сразу залпом. Что вы делаете? Вы делаете маленький глоточек воды и сразу не проглатываете его. На больших сроках бывает даже, что у вас даже это не получится. Она может не пойти, поскольку вы
слюну-то еще вы сглатываете, а уже такую жидкую субстанцию ваша глотка отвыкла уже проглатывать. Поэтому вы делаете маленький глоточек, набираете его в рот, но сразу не проглатываете, а взаимодействуете с ним внутри вашей ротовой полости. Можете поперекатывать его, почувствовать эту влагу, субстанцию. И потом просто позволяете влаге слегка просачиваться такой тоненькой струечкой. То есть вы из одного глоточка делаете еще несколько таких маленьких подглотков. Словами вообще передать очень сложно это ощущение. Это вроде обычный продукт, вода. Насколько она может быть прекрасная и удивительная. И вот то, что я сейчас делаю, я почувствовал, что очень хорошо при этом еще закрывать глаза. Тогда вы более погружаетесь в переживания. Не рассматриваете что-то, а все ваше внимание сконцентрировано и направлено вот на эту воду. И взаимодействие продолжается с ней. И желательно такой стакан выпивать, ну, хотя бы минут за 10. То есть сделали маленький глоточек, не надо сделать сразу второй. Поставили его, почувствовали ощущения. Вы даже можете так представить, а кто-то и почувствовать, как влага попадает в пищевод, в желудок. Какие там начинаются какие-то процессы необычные, от которых вы уже отвыкли. И постепенно делаете еще один глоточек. Я сейчас сделаю, потому что говорить сложно немножко. Маленький. Вот даже маленький глоточек можно разделить еще на 5-6 глотков меньшего размера. И вы выпиваете эту кружку минут за 10, не торопясь. И следующую пьете где-то через час, через полтора. Точно в таком же стиле. То есть также не торопясь, не спеша, маленькими глоточками чувствуя вот эту воду. Прислушивайтесь к ощущениям, к организму. Вроде вот вода, но она обладает настолько богатым и ярким вкусом. Особенно после того, когда у вас во рту, кроме, извиняюсь, вашей слюны и того, что происходит в горле, не было. А на вкус то, что там было, не самое приятное, и это один тоже из факторов, в общем-то, отказа от воды, что вкусовые ощущения в горле такие не самые благостные. Но с этим можно смириться. И опять-таки, не надо действовать фанатизмом. Если кто-то чувствует, что ему приносит это сильный дискомфорт, не парьтесь, что там абсолютно сухое голодание, не абсолютно, но почистите вы зубы, умойте лицо в конце концов. Этого будет достаточно. И это, может быть, даст вам сделать шаг дальше. Вы будете в более спокойном состоянии. Если вы будете очень сильно беспокоиться по поводу того, что у вас во рту очень гадко, то вы можете просто на этом закончить, и организм недополучит то, что мог бы получить. Лично я первый день пью только чистую воду. Потом я добавляю в эту воду на второй день. Второй день также с утра начинаю с чистой воды. Потом я могу добавить на стакан воды, ну, может даже не целый, пол-ложечки меда. Очень тщательно его размешать. И также продолжаете пить, не торопясь, маленькими глоточками. Через
промежутке времени. После этого можно включать уже такие некие отвары. Можете делать просто настойки травы, заранее замачивать. Я вот, например, делаю настойки из хвои. Заранее замачиваю хвою, или замачиваю, или потом отвариваю. И тоже очень полезный напиток получается. После воды вы можете включать, есть интересный напиток, капустный квас. Но этот квас делается без соли. Без соли, без сахара. Просто берется вода, капуста в блендере измельчается, заливается в 3-литровой банке водой. Какое-то время она стоит, и получается такой очень интересный напиток, который запускает нашу микрофлору, дает нужные микроорганизмы, поскольку важно запустить также и кишечник. Ну, в моем случае кишечник пока запускаться не будет, поэтому достаточно водички с медом. Вот пойдет березовый сок. Буду пить березовый сок. Тем, кто ведет такой, более-менее обычный образ жизни, можете далее выходить или на свежевыжатых соках, или на овощных отварах. Но соки желательно все-таки разбавлять, особенно если у вас был длительный отказ от воды, разбавляйте сначала где-то в 3 раза как минимум. Потом можете разбавлять в половинку. И даже когда вы будете уже пить практически чистый сок, все равно хоть немножко, но разбавляйте, поскольку обычно соки, они довольно-таки концентрированные. То есть вполне достаточно разбавленного сока. Кто будет переходить на какие-то вареные продукты, тот может, в общем-то, делать себе отвар овощной, морковочка, капусточка, свеклочка. Картошку нежелательно, но если только маленький кусочек какой-то кинуть. И также вы пьете все это очень мягко, осознанно, маленькими глоточками, не заглатывая. Вы тем самым приучаете себя к такой некой дисциплине питания. Тогда вы и в еде, в обычной, когда вы начнете есть, не будете есть это заглатывая. И также вот как рекомендация, вообще лучше в доме убрать вообще столовые ложки. Вполне можно пользоваться чайными, этого вполне достаточно, количество пищи сразу увеличивается, и тарелочки делать поменьше. Потом в соки можете уже добавлять какую-то часть мякоти. То есть даже то, что вы выжимаете из соковыжималочки, можете тут мякоть, клетчаточку немножко разбавить, она как раз начнет запускать перистальтику кишечника, и процессы у вас начнут запускаться. Также потом можете включать, где-то уже даже на 2-й, на 3-й день. Чем дальше, тем лучше. Овощи, фрукты. Лучше начинать с фруктов, те же яблочки, апельсинчики, грейпфрукты. Но очень важно все это очень тщательно пережевывать. То есть соковыжималкой будете являться вы, ваши зубы. Поскольку в желудке у нас зубов нету, чем пища туда будет попадать более пережеванная и мягкая, тем легче будет справляться желудку, кишечнику. Тем более менее надо будет концентрированный желудочный сок, и в большем количестве останутся питательные вещества, которые будут всасываться, усваиваться вашим кишечником. Поэтому жуйте тщательно и осознанно. Старайтесь не отвлекаться в этот момент ни на что. Как когда вот вы делаете первый глоток воды, также и в питании. То есть сосредотачивайтесь и концентрируйтесь на том, что вы едите. Не смотрите телевизор, не читайте газет, не разговаривайте. Будьте просто в процессе. Вы увидите, что еды понадобится намного меньше. Вы просто будете наедаться одним яблоком. Или одной морковкой, или что у вас там будет в питании. Не забалтывайте процесс еды, сделайте действительно из него процесс медитации, осознанности. Погрузитесь в него целиком и полностью. И не забывайте, что насыщение наступает минут через 20 после окончания приема пищи, так же, в общем-то, как и утоление жажды. Поэтому
из-за стола лучше выходить немножко с таким легким чувством голода. Потому что если вы наелись, на самом деле вы уже обожрались. Поэтому будьте внимательны. Не переедайте, не срывайтесь, не пытайтесь заглотить как акула, как хищник, как можно большее количество еды. И постепенно можете уже включать в ваш рацион более вам привычную еду. Хотя отказ от еды и от воды очень хороший способ перейти на другой вид питания и побыть там, ну, кто питается мясом, на вегетарианство, кто был на вегетарианстве, может быть, отказаться от каких-то продуктов там, в виде там, молока, яиц, там еще чего-то, и побыть на сыроедении. Не факт, что вы там всю жизнь останетесь на этом сыроедении, но хотя бы попробовать и побыть в этом состоянии. Тем более, что процесс очищения организма будет продолжаться также и после того, как вы начнете пить и есть. И чем более тонкая будет пища, которую вы будете потреблять, тем дольше еще будет происходить процесс очищения. То есть, если вы начали есть, пить и продолжаете быть на фруктах, на овощах, то процесс чистки будет еще продолжаться довольно-таки длительный срок. И, в общем-то, это получается такой дополнительный бонус. Вы и едите, но очищение организма продолжается. И, если вы будете потреблять в небольших количествах, тщательно пережевывать, осознанно, то процесс очищения будет наиболее благоприятный. Ну и, как правило, процесс очищения уже заканчивается, когда вы начинаете есть более тяжелую пищу, вареную, термообработанную. Тут уже ваш организм так вздохнет и скажет: ну что ж, опять на работу, отпуск закончился, каникулы, бонифации закончились, опять ему надо будет трудиться. И поскольку вы же заботитесь о себе, у вас есть выходные, отпуски, делайте иногда и для своего тела. Вот как вы делаете два раза в неделю у вас там выходные. Делайте также для вашего нагруженного, а часто и перегруженного организма такие же выходные. Устраивайте хотя бы раз в неделю себе разгрузочный день. Ну и можете там раз в месяц сделать подольше, или раз в 3 месяца неделю, например, не поесть. И вообще хочу сказать, что от 1 до 3 дней это вообще не голод, это просто отдых для организма. Он за это вам просто благодарит и говорит спасибо. От 1 до 3 дней практически все могут находиться без еды. У кого-то интоксикации больше, у кого-то меньше, но постепенно организм чистится, и все эти неприятные процессы становятся все меньше и сглаживаются. Волшебная субстанция, волшебное состояние. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел сказать о выходе. Удачи вам всем. Удачных отказов от еды, удачных выходов из этого состояния, плавных входов в питание. Будьте здоровы, будьте счастливы, позитивны. Ну вот, сегодня у меня 2-й день выхода из сухого голодания. Состояние великолепное, самочувствие замечательное. Тело потихонечку напитывается влагой. Это просто ощущается как на физическом плане, как будто ты как губкой впитываешь всю эту влагу, воду, которую потихонечку пьешь. Пока пью водичку, потом будут уже отварчики, скоро пойдет березовый сок. Сходил в баню, помылся. В бане тоже было очень интересное состояние. Сначала очень долго не потелось. То есть даже, можно сказать, что пот, может быть и не пот, а конденсат, когда уже подкидывал
на камне, тогда вот, в общем-то, что-то еще было. А так, в общем-то, кожа была, ничего не выделялось. Настолько все было, наверное, или обезвожено, или просто она работала в режиме восприятия влаги, а не в режиме отдачи. Но сейчас все это перестраивается, все начинается очищаться уже через мочу, выходить все, что осталось, если что-то осталось. Зрение сразу улучшилось, стало очень четким, ярким. Все приобрело такую очень очерченность и резкость. Значит, интересный момент в этом отказе от воды был в том, что у меня был абсолютно нормальный сон в течение практически всего срока. Я спал абсолютно нормально, там по 6, по 7, иногда по 8 часов. То есть бессонница меня никакая не мучила, хотя раньше это проявлялось, и у людей, которые начинают, скажем так, какие-то сроки на сухом голодании, я вижу, что иногда они просто день-два просто не спят, там буквально там по полчасика, по 40 минут. Перед отказом от воды я сделал пракшалану, две пракшаланы. Да, так получилось, что я сделал 2 пракшаланы и еще и 3 клизмы. То есть кишечник был очень хорошо почищен. Но тем не менее, сейчас тело напитается влагой, и я сделаю еще чисточку, ну, чисто клизму, чтобы просто то, что в кишечнике слизь, все это, какие-то шлаки, токсины, которые остались, если что-то там еще есть, чтобы все это почистилось. На длительных сроках, да не только на длительных, но, скажем так, если у вас срок больше 5 дней, конечно, лучше почиститься. Там неважно, с водой или без воды. Это очень немаловажный фактор, поскольку иначе вы будете мучиться. Все-таки с чистым кишечником это все проходит на ура. Тем более, когда он абсолютно чистый. И как оказалось, что даже после 2 пракшалан в кишечнике еще чего-то, но остается. Хотя в это время я уже ничего не ел. Но после того, как я делал клизму, еще что-то выходило. Вот мне будет интересно еще, что будет после того, как еще раз почищусь. Очень хорошо во время сухого голодания делать или массажи, чтобы кто-то вам делал, или на крайний случай самомассажи. Поскольку происходит, особенно на сухом, лимфа густеет. Ну, так же, как и кровь, в общем-то. И процессы идут очистки намного сложнее. Вот почему важно двигаться, делать какую-то гимнастику, на сгибание, разгибание, на подвижность тела, наклоны, скрутки, чтобы, поскольку лимфа движется только мускулатурой, мышцами, то есть приходится все эти упражнения делать, хочется вам или нет. Но также очень хорошо поможет массаж или сам массаж, когда вы, начиная с периферии, идете к центру, проглаживаете руки, ноги, делаете такое как бы колечко из руки и поднимаете чисто механически вашу лимфу, помогаете ей проходить. Ну, это хорошо и для кожи, и для лимфы, и кровоток лучше снабжается. То есть самочувствие намного лучше. Если есть кто-то, кто вам может сделать массаж, тоже не отказывайте себе в этом удовольствии, он очень хорошо помогает. Если есть, ну, например, там аппликаторы Кузнецова или какие-нибудь иголочки, на которых можно полежать, тоже очень хорошо, когда кровоснабжение усиливается. Для тела это всегда очень полезно.